Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я хочу задекорировать с вами вот такие снежинки. Первый раз это делаю, но я от них в восторге. Заказала их у Виктории, буду заказывать еще. Красота! И как раз новогодняя тема. А сейчас приступим. Для работы сегодня я буду использовать вот такие стразы. Размер у меня 6 на 10. Надеюсь, видно. И вот такие стразы. Тут, по-моему, идет 5 на 9. Нашла у себя вот такие квадратики в середину снежинки. Конечно, лучше круглый, но у меня не было. Поэтому вот такой. И сама снежинка. Снежинка у меня 7 сантиметров. Брала у Виктории. Если кому интересно, пишите ей. Под видео оставлю ссылку. И сегодня покажу, как пришить снежинку. И ни в коем случае не пришивать ее к бантику. Я смотрю, многие девочки мне присылают свои работы, и у них зацепки на бантике. Ни в коем случае не крепим филигрань на бантик, если только вот здесь на середину, и никакие вот эти края не должны цеплять. И также еще раз покажу, как сделать узел под снежинкой, чтобы не было видно. И первым делом я примеряю филигрань, как она у меня будет. Ну, стараюсь, чтобы были одинаковые пришиты. И смотрю, где примерно мне надо спрятать узелок. Вот, вот здесь. Креплю только за ткань. Прикрепила. Что теперь делаю? Через одно из отверстий, так, сейчас посмотрю, вот так вот. Вот у меня получается вот это нижнее отверстие. У нас должно быть как можно меньше видно нитку. Поэтому вот я через отверстие. И теперь не полностью в другое отверстие, а через середину. Снова прохожу через ткань. Теперь на середину, вот она, и потом на следующий вот этот вот край. Я сейчас вот таким образом сделаю, чтобы... И теперь протяну. Так, сейчас мешается. Придерживаю и вот так затягиваю ниточку. Теперь она уже хорошо у нас держится. Снова мне надо через ткань пройти. Вот здесь. И смотрим, чтобы иголка не зацепила много ткани, чтобы у нас не получилось так, что все стягивает. Пинцетом протаскиваю. Теперь снова пытаюсь вот через... Тут есть 6 дырочек, 6 отверстий. Пытаюсь попасть в отверстие. Вот так немножко приподнимаю. Через середину выхожу. Середину и немного ткани надо закрепить вот с этой стороны. Как можно меньше, чтобы у нас была видна нитка. Располагаем тут вот так. Снова я выхожу через какое-то отверстие. Вот, видите, здесь отверстие у нас есть. Я стараюсь пришить как можно лучше, поэтому вот и через середину снова выхожу. Буквально чуть-чуть ткани закрепляю. Ой, извините. Так, сейчас смотрю, не зацепила ли я бантик. Нет, не зацепила. И у меня уже она хорошо держится. И теперь как делать узел? Придерживаю. Также вот просовываю чуть-чуть ткань. Так, не насквозь. Вот. У меня иголочка вот находится под звездочкой, под снежинкой. Теперь беру нитку и вот так как бы обворачиваю иголку. И увожу назад. Все, нитка у меня уже не запутается. Мне просто надо ее протащить. И у меня под снежинкой образовался узелок. Сделаем еще один. Подлезаем. Немножко ткани цепляем. Так, вот эту нитку снова под иголку. Вот моя иголка. Вот, закрепила. И теперь иголку вытаскиваю. И моя снежинка, все, уже 2 узла у нее. Вот таким образом.
А теперь самая моя любимая работа — декор. Я наношу клей вот на край. Вот вы видите, прямо по краю, как у меня идет филигрань. И приклеиваю страз. Страз очень хорошо садится. Вот таким образом. И я подклеиваю сразу все 6 штук. И продолжаю работу. Теперь я буду приклеивать следующие зеленые стразы вот сюда, а между ними у меня будут шампань. Сначала приклеиваем все большие стразы. Вот они более такие у меня выпуклые, поэтому их я в первую очередь приклеиваю. Именно вот в эти отверстия будут садиться вот эти неровные. Вот они неровные и будут именно туда садиться. И при этом они как бы хорошо будут держаться. Вот таким образом. Теперь я беру клей и вот между ними наношу сюда и сюда. И теперь закрываю вот эти места. Очень красиво смотрится, когда вот эти плоские ткани, эти выпуклые, и создается такой 3D эффект. И продолжаю дальше. Так, все выравниваем. И вот что у меня получилось. И вот здесь на филигране вы видите вот такие отверстия. Именно вот по этим отверстиям, не в середину, а вот по бокам, буду наносить клей и подклеивать стразы. Они здесь смотрятся прямо как цветочек, поэтому наношу клей. Можно нанести сразу на несколько. И устанавливаю камни, стразы. Следим за тем, чтобы они как бы смотрели, вот все вот эти кончики смотрели внутрь. И ровненько они тут сидели. Все поправляем. И продолжаем работу. И вот пока все свеженько, все поправляем. И в середину я приклею зелененький камушек. Вот прямо туда еще в отверстие клея. Так, поворачивайся. Если у кого есть круглый, круглый приклеиваем. И вот я там все спрятала, все ниточки, ничего не видно. И даю закрепиться. Нам остается подрезать бантик. Если у вас тут длиннее, отрезайте по чуть-чуть. Вот отрезали, посмотрели. Ага, длинная, значит еще чуть-чуть. Не режем сразу, потому что многие мне присылают: Наталья, что делать? Я отрезала слишком много. Если вы отрезали слишком много, в этом случае бантик или оставить как есть, или поменять, переделать. Вот я вижу, что много, еще чуть-чуть. Бантики я всегда оставляю напоследок. Мне не нравится еще чуть-чуть, буквально миллиметр. Но если мне не нравится, то его надо убрать. И вот готовый результат. И вот такая красота у меня получилась. Первый раз я декорировала эту филигрань снежинки, и я просто в восторге. Сегодня я вам показала некоторые моменты, как пришить филигрань и, конечно, как сделать узелок. И ни в коем случае не пришивайте на бантик. На сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезным, и вы узнали что-то новое.
Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.